Приветствуем вас на канале Фактограф. Это видео будет посвящено бабочкам, воздушным созданиям, которые поражают воображение разнообразием и красотой. Среди всех существующих видов можно найти огромные и крошечные, яркие и скромные, прозрачные и разноцветные. Они витают в воздухе, словно сорванные ветром цветы, и делают наш мир чуточку прекрасней. За свою короткую жизнь, что длится от нескольких дней до нескольких недель, бабочки успевают выполнить свое предназначение и удивить нас своим изяществом. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как такие нежные и хрупкие существа выживают в полном опасности мире. Мы подготовили для вас 13 самых интересных бабочек, от вида которых захватывает дух. Здесь будет бабочка, что похожа на сухой листик, мотылек, что напоминает сову, и крылатая красотка с окрасом зебры. Вы узнаете, какую бабочку назвали в честь древнегреческого бога Солнца, где можно встретить бабочку, похожую на павлина, и какой из этих изящных мотыльков является ядовитым. Готовы получить дозу эстетического удовольствия? Тогда поехали! Протографиум марчеллус, или зебровая бабочка-парусник. Вы поверите, если мы скажем, что зебра умеет летать? Нет, мы имеем в виду не полосатую лошадь с копытами и хвостом, а изящную бабочку из семейства парусников. Поверхность крыльев этого насекомого имеет тот же окрас, что и зебра – черные полосы на бледно-белом полотне. На задних крыльях зебровой бабочки есть два длинных хвостика, которые придают ей особую изящность в полете. Размах крыльев насекомого составляет от 7 до 10 сантиметров. Примечательно, что весенние особи светлее по цвету, меньше по размеру и имеют более короткие хвостики, чем летние. Встретить зебровую бабочку можно на юго-востоке Северной Америки. Диаэтрия элуина, или бабочка 88. Эту красавицу сложно перепутать с каким-либо другим мотыльком. Диэтрия отличается необыкновенным рисунком. На белой внутренней стороне крыльев начерчены две цифры 8, окруженные черными полосками. Некоторые особи могут быть украшены узором 89 или 98. На верхней части крыльев выделяются ярко-красные полосы, как будто нарисованные краской. Диэтрия обитает в тропических лесах Южной и Центральной Америки. По размерам она достигает 5-6 сантиметров. Уникальная внешность поставила этот род бабочек под угрозу. Люди массово отлавливают их для продажи коллекционерам и создания сувениров. Калима, или бабочка-листовидка. Эта бабочка из семейства нимфалиды обитает в тропических регионах Азии, от Индии до Японии. Взрослая особь имеет размах крыльев от 6 до 12 сантиметров. Листовидка умеет прятаться на самом видном месте, практически полностью сливаясь с окружающей средой. Когда бабочка складывает крылья и садится на дерево, ее практически невозможно отличить от сухой листвы. Форма, цвет, рваные края и прожилки крыльев полностью имитируют увядший листик, а короткие выросты на задних крыльях, что упираются в ветку, напоминают черенок. Благодаря этой особенности калима умело скрывается от естественных врагов, а когда листовидка взлетает, открывается внутренняя сторона крыльев, что окрашена в яркие оранжево-синие цвета с металлическим блеском. Паклиопта эктор, или парусник Гектор. Очаровательная бабочка из семейства парусников встречается в Юго-Восточной Азии, в частности в Шри-Ланке, Мальдивах и в Индии. Гектор чувствует себя хорошо как в джунглях, так и в открытой местности. Насекомое имеет яркую окраску, состоящую из черно-бурых и красных цветов с белыми пятнами по краях. Размах больших округлых крыльев может достигать 10-12 сантиметров, задние крылья узкие, с длинными широкими хвостиками внизу. Броская окраска и медленный своеобразный полет показывает хищникам, что эта добыча ядовита и несъедобна. Но насекомое не синтезирует собственный яд, а использует токсины, что накопились в его организме от питания на ядовитых растениях. Калиго эурилокус, или глаз совы. Это прекрасная большая бабочка с размахом крыльев до 18 сантиметров. Она принадлежит к семейству нимфалиды и обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки от Мексики до Аргентины и Перу. Бабочка-сова является сумеречным насекомым, пик ее активности приходится на закат.
Название «глаз совы» она получила благодаря уникальному узору в виде совиных глаз на внешней стороне крыльев. А окрас коричневых и бурых цветов сильно напоминает кожу змеи. Такая особенность отпугивает и отвлекает хищников от жизненно важных частей тела бабочки. Когда Caligo eurylochus чувствует угрозу, она быстро раскрывает крылья и показывает яркие глаза. Morpho Pleiades или голубая морфо. Одну из самых красивых и интересных бабочек из семейства нимфалиды можно встретить только в Центральной и Южной Америке. Она отличается достаточно внушительным размером. Размах крыльев колеблется от 13 до 20 сантиметров. Спинная часть крыльев имеет сине-голубой цвет с темной каймой по краям. Благодаря особому строению чешуек поверхность крыльев отражает солнечный свет. Они переливаются металлическим блеском, который в зависимости от угла зрения то усиливается, то угасает. Когда морфа складывает крылья друг к другу, то показывает их нижнюю сторону. Она имеет коричнево-бурую окраску и украшена черными глазками с белой серединой. Так бабочки сливаются с древесной корой и остаются незаметными для хищников. Агалисио или павлиный глаз. Эта яркая дневная бабочка принадлежит к семейству нимфалид. Встречается по всей умеренной и частично субтропической зоне Европы, Азии, а также на японских островах. Павлиный глаз принадлежит к бабочкам среднего размера, размах крыльев которых составляет 5-6 см. Своей цветовой гаммой насекомое напоминает окрас павлина. Верхняя сторона крыльев имеет красно-бурый цвет с узкими серыми полосами. Также здесь нарисовано 4 сине-черных круга, похожих на глаза, а внешний край украшен серой окантовкой. Нижняя сторона крыльев бабочки не такая яркая. Она имеет черно-бурый окрас, усыпанный рядами более светлых линий. Parnasius apollo или бабочка Аполлон. Эта дневная бабочка из семейства парусники была названа в честь древнегреческого бога солнца и света Аполлона. Красивое и весьма заметное насекомое обладает белыми, словно паруса, крыльями. Их размах варьирует в пределах от 6 до 10 см. Верхний край крыльев более серый и полупрозрачный. Нижние крылья украшают красные округлые пятна с белым центром и черной окантовкой, а верхние – однотонные черные точки. Аполлоны ведут дневной образ жизни и активны только в солнечную погоду. Их можно встретить и в Европе, и в Азии. Parnasius apollo внесен в Красную книгу европейских дневных бабочек, как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Papilio polinurus или парусник полинур. Выдающемуся представителю семейства парусники дали имя Полинур в честь персонажа античной мифологии. Изящная бабочка является одной из немногих, кто имеет зеленый окрас. Хотя основной фон крыльев черный, но сверху они покрыты сверкающим изумрудным напылением и дополнительно украшены широкими полосами цвета морской волны. Такой окрас помогает прятаться среди зелени от хищников. Обратная сторона крылышек черная, а заднюю часть дополняют хвостики, расширенные к концам. Papilio polinurus обитают преимущественно в Юго-Восточной Азии. Они настолько прекрасны, что пользуются спросом для фотосессий, украшения букетов, а также в качестве живых салютов. Attacus atlas или князь тьмы. Павлиноглазка атлас, как еще называют эту бабочку, поражает своей красотой и размерами. Она относится к семейству павлиноглазок и является крупнейшей ночной бабочкой в мире. Размах ее крыльев достигает 25-30 сантиметров. Этот вид получил название в честь Атласа, героя греческой мифологии, держащего на плечах небесный свод. Князь тьмы обладает хищным окрасом. В нем переплелись оттенки красного, золотого, коричневого и кремового цветов. Верхние крылья в сложенном виде напоминают голову змеи, что отпугивает многих насекомоядных хищников. Attacus atlas не нуждается в пище на протяжении всей жизни, а использует жировые запасы, накопленные в коконе. Павлиноглазка атлас встречается в тропических и субтропических лесах Юго-Восточной Азии. Грета Ота или стеклянная бабочка. Невероятно нежная, утонченная, будто невесомая, так выглядит эта хрупкая бабочка из семейства нимфалид. Часть ее крыльев лишена цветных чешуек, поэтому выглядит словно сделана из тончайшего стекла.
Видимым насекомое делают непрозрачные края крыльев, окрашенные в темно-коричневый цвет с рыжим отблеском. Размах крыльев у стеклянной бабочки от 5,5 до 6 см. Ареал обитания охватывает Центральную и Южную Америку. Будучи гусеницей, Грета Отто питается ядовитыми растениями. Так в организме бабочки накапливаются токсины, что делает ее невероятно ядовитой и неуязвимой перед хищниками. Аргема митрей или мадагаскарская комета. Прекрасная ночная бабочка из семейства павлиноглазок обитает только во влажных тропических лесах африканского острова Мадагаскар. Размах крыльев этой красавицы колеблется от 14 до 20 сантиметров. Ярко-желтая поверхность украшена 4 коричневыми глазками с черной точкой в центре каждого. Вершины крыльев украшены темными пятнами, а нижний край – темно-серой каймой. Также нижние крылья дополняют хвостики длиной 8-13 см, что делает бабочку похожей на комету. Всю свою короткую жизнь, что не превышает 3 дней, Аргема митрей не употребляет пищу. Она живет за счет питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы. Тизания агриппина или совка агриппа. Эта гигантская ночная бабочка является представительницей семейства совкообразных. По размерам крыльев она уступает павлиноглазке, зато по размаху, что достигает 31 см, агриппа является самой большой бабочкой в мире. Огромные треугольные крылья с волнистыми краями приспособлены к быстрому полету. Крылья имеют светло-серый фон, на которых как будто нанесли узор из чередующихся бурых и коричневых пятен и мазков. Так окрас создает иллюзию оперения. Нижняя сторона тела бабочки темно-коричневая с белыми пятнами, у самцов с синим металлическим блеском. Такой рисунок помогает агриппе сливаться с древесной корой и оставаться незаметной для естественных врагов. Тизания агриппина распространена в Центральной и Южной Америке, а также в Мексике. Бабочки являются самыми прекрасными насекомыми нашей планеты. Каждая из них по-своему уникальна и неповторима. Их невероятная грация и загадочность никого не оставляет равнодушным. Делитесь внизу в комментариях, какая из бабочек понравилась вам больше всего.